Всем привет! Это программа «Богатые тоже плачут», серия «Мажоры». Привет, Василий. Привет. Привет, Андрей. Василий, дошли слухи, что оказывается, ты сотрудник крупной государственной корпорации. В связи с чем у меня вопрос. Почему ты отказался от Феррари? Такие вопросы. Такие вопросы. Хорошо. Ну, очевидно же, что я отказался от Феррари по двум причинам. Во-первых, потому что неудобно три детских кресла поставить на два взрослых. Просто не хватает места. А второе, это Феррари пока не выпускает машины на газомоторном топливе. Вот, мне кажется, как только выпустит, у нас вся страна дружно и пересядет. Мне кажется, это очевидно. Все к тому идет. Дороги уже высококачественные, под Феррари готовы. Хорошо, это корпорация «Газпром», собственно говоря, если вдруг кто-то еще не догадался. Смотри, в свое время «Газпром» принял решение о переезде в Петербург. И многие мои знакомые, кто тоже работает в «Газпроме», пытались настойчиво удержаться в Москве. Кто-то перешел в «Роснефть», кто-то еще куда-то. Ты все-таки решил переехать вслед за «Газпромом»? Или это случайность и совпадение? Нет, совпадение? Не думаю. Нет, конечно, не совпадение. Я очень хотел переехать в Питер. Ну, никогда не выбирал работу поближе к дому. Всегда выбирал дом поближе к работе. Деятельность первичная. Ну и к тому же мы же переезжали в Лахту. Самое высокое офисное здание Европы. Красивейшее. Ну, мне кажется, нельзя было устоять. Окей, окей, хорошо. Ну смотри, «Газпром» все ждали с восхищением. Особенно ждали представители сферы услуг, поскольку вместе с «Газпромом» в первую очередь приехали деньги. И в особенности те, кто их активно тратит. Понятное дело, что в первую очередь радовался бюджет городской и городские власти, но и не менее те, кто хотел что-либо продать. И, как показалось многим, приехали определенного рода нравы вместе с «Газпромом». Те самые мажоры. Или все-таки это стереотипы, никаких мажоров в «Газпроме» нет? Ну, я думаю, что мажоры есть везде, где, в общем, в любом достойном месте. «Газпром», безусловно, является достойным местом. Вот. Но, конечно, стереотип в том плане, что никакого массового такого явления я не наблюдаю. А, Хотя, ну, судя по всему, влияние на город, на городской бюджет действительно колоссальное. И на рынок недвижимости, например. Вообще питерцы очень жалуются, да, что переезд «Газпрома» сильно поменял какие-то моменты потребительского поведения. Башни одной не Но я бы хватит. не... Не, ну башни не работать, а жить. Для того, чтобы жить, надо строить еще сколько башен таких. А вы из башни еще и куда-то уходите? Иногда уходим. Да, есть. Ну, грешны. Грешны. Иногда выходим и поесть, и поспать, И платите за это и неплохие деньги, прямо скажем. на театр. Да, да, нормальные, обычные хорошие деньги платим, как М, и все остальные. Хорошо. Нет, нет, я бы так сказал. На самом деле, для потребления Петербурга это скорее не «Газпром» как таковой, да, а это просто кусок московского уровня потребления. В какой-то момент переехал, потому что там помимо «Газпрома» приехали подрядчики, клиенты, партнеры и так далее. Хотя, ну, «Газпром» сильнейший бренд с такими сильными стереотипами, поэтому, конечно, проще вокруг лейбла «Газпром» выстраивать мифологию, связанную с потреблением. Ну, то есть те, кто непонятно где заработали, не могут объяснить, всегда могут сказать, ну, ребят, ну, «Газпром», ну, сами понимаете. Да-да, так как мы какое-то время назад, совсем недавно, говорили про, ну, вы же понимаете, племянник. Так, а если еще и племянник, а еще и связан с «Газпром», то беспроигрышно, да, конечно.
К сильному бренду очень хочется присоединиться. Хорошо. Ну, мне кажется, постепенно «Газпром» в этом отношении начинает уступать другому сильному бренду. И теперь главный ответ на баснословное состояние, ну, ребят, ну, крипта. Да, да, да. Ну, тут были вот такие хэштеги. В какой-то момент был, ну, просто стартапы, да, в сфере IT. Ну, типа, потом, да, крипта. Но сейчас еще инфобизнес. Инфобизнес. Хорошо, давай тогда Главная такая поговорим, волна. поговорим, да-да, про инфобизнес в том числе. Ну, собственно говоря, мы же про мажоров не зря стали говорить. Это все-таки полноценное отражение социального неравенства в стране. И долгое время государственные корпорации, которые рекламировали сами себя, ну, свое существование в принципе, мне кажется, они в большей степени подчеркивали это расслоение из серии «Кто с нами, у нас те наверху, а вы, извините, вам не повезло». Есть ли в этом вина или это было все на благо? Я не думаю, что госкомпании каким-то образом подчеркивали это расслоение. Эм, Скорее, это просто, наверное, для общественности простой способ объяснить, ну и серии. А где же, а как же решить там, свои проблемы? А надо работать там, в супер большой компании. Надо это, как это, в какой-то момент опросы общественного мнения, да, показывают, что молодежь хочет. Да? Молодежь хочет в «Газпром», молодежь хочет быть чиновником, ну, условно, работать там в правительстве, да. То есть это какой-то такой яркий стереотип, понятный, простой ответ, куда надо обязательно попасть, чтобы решить свои проблемы. Я не думаю, что госкорпорации как-то это там объясняют. Просто крупнейшие структуры в стране так воспринимаются. Мне кажется, в любой стране также воспринимаются. Ну, я, в общем-то, отчасти согласен, за исключением одного. А, Появилось, собственно говоря, то самое народное сопротивление. И в отличие от замеров, которые говоришь ты, замеры, которые провели другие люди, ответили вполне четко. Люди хотят стремиться к демонстративному потреблению и соответствовать этому уровню, но понимают, что у них никаких шансов ни на государственное управление, ни на попадание в госкорпорации нет. И, естественно, эти люди сразу же стали жертвами тех, кто эти замеры проводил. Собственно говоря, тех, кого ты упомянул. Инфобизнес, инфо-цыгане и другие представители инфо. Все криптоинвесторы и прочее. То есть, мне кажется, это как раз реакция на то, что, ребят, ну окей, здесь вам ничего не светит, вы не племянники, а мы понимаем, что вам тоже хочется. Давайте-ка все к нам. То есть, как ты объясняешь эту волну, ну иначе я бы не назвал, стремление стать предпринимателем? Мне кажется, стремление стать предпринимателем – это, ну, такое, какая-то постоянная некая история. Ну, то есть, потому что все-таки в предпринимательстве там важно там, ну, типа про ответственность за свое дело есть вот этот фактор. Последнее время, может быть, вот эта штука, она, ну, обогащена людьми, прокачанными вот именно на нивах инфобизнеса, да, из серии «Свое дело», там, тайм-менеджмент, хватит работать на кого-то, у тебя гениальная идея, там еще что-нибудь, да, ну, то есть инфобизнес прокачивает эту почву предпринимателей, потому что на этой почве кормится. Интересно, что ты сказал, я, кстати, не думал об этом, что получается, что инфобизнес прокачивает эту тему через избыточное потребление, как флажочек, да, как морковку. Потому что с «Газпромом»-то как раз не так. «Газпром» избыточное потребление никоим образом людям не транслирует, не навязывает. Да? То есть это очень... Люди в голове долгую цепочку выстраивают. «Газпром» наоборот говорит, типа, природный газ дешевле, значит, эффективнее. То есть с точки зрения миссии компаний, «Газпром»-то как раз транслирует оптимизацию расходов государственных, общественных и так далее. А инфобизнес, да, инфобизнес – это вот такое явление, которое само по себе
направлено на то, чтобы взрастить это избыточное потребление, каким-то образом его там окормить, навязать. И это проблема, потому что с реальным бизнесом это особо-то не связано, как мы понимаем. Ну, хорошо. Вопрос, опять же, что реально, а что нереально. Ну, то есть, если раньше про предпринимательство были простые истории предпринимателей, он начинал с ларька. Ну, то есть предпринимательство было, в принципе, тем, чем оно и является. Начал с малого и вперед в рост. То есть инфобизнес заявляет, не-не-не, какое малое. Мы компания федерального, межпланетарного, планетарного, галактического масштаба и так далее. То есть пришел к нам, получил все. Просто, ну, раз уж мы зацепились за «Газпром», вопрос же не в «Газпроме», это отражение любой сути компании, у которой очень много денег, и которая это не может скрыть, даже если очень хочет. То есть, понятное дело, что деньги любят тишину, а большие деньги мертвую тишину. «Газпром», он на виду. И поэтому, как ты правильно сказал, к этому сильному бренду просто присоединились ассоциации людей. И, как мы понимаем, не важно, что ты говоришь, важно, что ты делаешь. И все, что действительно у людей перед глазами, ну, скорее всего, перед глазами то, что им показывают новости, и когда кто-нибудь что-нибудь где-нибудь, есть рядом лейбл «Газпром», и все говорят, ну все понятно, как бы. Ну вот. И в данном случае инфобизнес и прочий такой виртуальный бизнес, они заходят на тот уровень, ребят, да нет, вы достойны, просто там какие-то вот негодяи, которые вас не пускают, а вы тоже имеете право. Просто работать на дядю не надо, да и вообще, в принципе, работать это как бы грешно. То есть им же непонятно, что ты, например, человек-трудяга, как бы. Ну, в данном случае, как и любая корпорация, ну, на мой взгляд, она выжимает все соки из людей, ну, потому что это ее задача. То есть она на той корпорации, что может создать условия, при которых она отсеивает худших и приближает лучших, давая им, в общем-то, социальные гарантии и так далее. То есть люди обретают определенную уверенность, но при этом она, конечно, их выжимает, потому что ты обладаешь возможностями, которых у тебя нет в жизни, ну, только в компьютерных играх. Двигать миллиардами за достаточно небольшой оклад. Я имею в виду по отношению к этим миллиардам или триллионам, которыми ты двигаешь, принимаешь глобальные решения. То есть это, в принципе, в сущности большая игра, которая предоставлена. Это ощущение большой команды, сопричастности. А инфобизнес приходит на другую нишу и говорит, ребят, ну давайте, просто запускайтесь, просто делайте, но не говорит о самом главном факторе, о рисках. В этом связи вопрос. Бизнес-ларек и бизнес-корпорация – это одно и то же или это вообще разные вещи? М, Хороший вопрос. Ну как, это одно и то же с точки зрения экономической функции, да, ну типа по учебнику. Но, конечно же, с точки зрения механизма, как эта штука работает и для решения каких задач предназначена, это разные вещи. «Газпром» – это недаром, ну, это исторически Министерство газовой промышленности, да, которое было трансформировано в концерн в начале 90-х. Решает государственные задачи. История с, ну, там, условный ларек, но мы же понимаем, что не совсем про ларек даже сейчас говорим, да, на ниве инфобизнеса это некий в идеале легко тиражируемый какой-то там онлайн, там какая-то цифровая история, да, то есть что-то связано с новыми инструментами, что позволяет достаточно быстро выйти на какой-то масштаб, да, и в этом типа главный кайф Что можно сегодня проще масштабировать, чем стартапера. ларьки по стране? Стартаперы, ларьки по стране. Попробуем. Попробуем помасштабировать ларьки по стране. Ну, в Там, со сущности, спецификой. маркетплейс – это же ларьки. Раскидываешь свои ларьки по каждому маркетплейсу, вот тебе и масштабирование, как Да, заявляется. да, да. Только если есть физическое присутствие, физическая точка, там, земельный участок, то это сразу другой механизм масштабирования. Это не лендинг открыть, да? Ну, это другие как бы темы. Но с точки зрения, вопрос был твой с точки зрения риска, да, с точки зрения какого-то механизма участника. Ну, корпорация большая тоже может выступать в этой роли. Там ролей просто больше. Тоже может выступать в роли такого собственника ларька, условно.
крупные корпорации, там Ростех, например, да, тоже активно, да, если посмотреть вот эту функцию собственника, функцию предпринимателя, когда часто вынужден на себя брать, заходя там в совместные предприятия, выступая инвестором в стартапы и так далее. Это на самом деле очень сложная тема. Каким образом настроить механизм, чтобы крупная государственная, ну или прогосударственная, там, квазигосударственная структура была в том числе еще и эффективным таким партнером, собственником для какого-то там условного ларька, который должен вырасти в какой-то момент, масштабироваться и решать государственные задачи. Ну, окей, я все-таки сторонник решения общечеловеческих задач. И у меня, в общем-то, был вопрос про то, что весь, мы как-то привязались к этому инфобизнесу, ну пусть будет он, а, как мне кажется, в последнее время направлен на как раз прокачку, что называется, предпринимательского мышления. То есть фокус здесь. То есть, если ты можешь малое, значит, ты можешь и многое. То есть, внутренние механики человека подразумеваются одинаковыми. Что в одном случае, что в другом. То есть, масштабируешься ты, не масштабируешься, это ларек или это корпорация. Для принятия решений, ну а бизнес это всегда принятие решения, разницы нет никакой. То есть количество нулей значения не имеет. То есть совершишь свою первую сделку, ты, скорее всего, совершишь вторую, третью, пятую, десятую. То есть вот этот первый шаг, потом, извиняюсь, не обкакаться на втором шаге, а дальше уже все одинаково. Сложные первые 3 сотрудников, 2000 сотрудников уже не страшно, но, во-первых, ты ими не управляешь, ты все равно управляешь там максимум 3-7 человек, не более того. Просто на ларьке ты замещаешь практически все позиции сам, в корпорации ты можешь все больше, больше, больше делегировать. А, Мне кажется, здесь есть знак равенства, но, собственно говоря, люди, отстаивающие свои позиции в некоторых компаниях, будут говорить, не-не-не-не-не, если вы меня уберете, у вас все развалится. У меня в этой связи следующий вопрос. Кто-то верно подметил, что разница в менталитете наемных сотрудников и сотрудников, о, господи, сотрудников, людей, ведущих бизнес самостоятельно, она все-таки разная. Как ты представляешь себе возможность взаимодействовать с предпринимателями, нести какую-то полезность, когда ты сам бизнесом не занимаешься? Возможно ли это? Ну, в данном случае для тебя. Ну, ты сотрудник корпорации. Что общего у тебя и у предпринимателя, которому ты что-то можешь подрекомендовать, но поскольку ты в этой шкуре не находишься. То есть гипотеза такая есть. Мгм, мгм. Ну, во-первых, никто не мешает молодому, энергичному профессионалу выступать в нескольких ролях внутри своей жизни. Давайте так аккуратно для начала, да. То есть сотрудник корпорации не единственная роль и функция, и форма, в которой я выступаю, абсолютно легитимно. Да, там были и всякие отраслевые некоммерческие проекты, которые уже вообще другой способ ведения коммуникации с бизнесом, да, и так далее. Ну и другого рода роли. Да. Что касается корпорации как таковой и роли там, наемного сотрудника, ну, э, как я уже говорил, корпорация вполне может функцию эту собственника брать на себя. Да, и очень и эффективен тот сотрудник, который функцию собственника на себя умеет брать и умеет ее транслировать, и умеет ее реализовывать. Но сейчас я приведу конкретный пример, чтобы было понятно. Из прошлой жизни. Я больше 10 лет назад, например, в корпорации занимался тем, что вот эту, ну, в команде, не один, да, но реализовывал вот эту функцию собственника в отношении некоторых зарубежных активов. Это потрясающе интересно, когда ты надеваешь костюм собственника и идешь разговаривать с, например, лондонским англоязычным менеджментом и ищешь там каждый там фунт, доллар, евроцент, рубль, пытаешься понять, что там эффективно, относишься это, ну, неправильно сказать, как к своему, да,
Конечно, ты все равно наемный сотрудник, но твоя функция, потому чтобы установить эффективные процессы, отрезать лишнее, получить в головную компанию по максимуму, это вот примерно та же самая работа, да, как функция, да, деятельность, которую делает собственник с уже существующим бизнесом. С уже существующим бизнесом. То есть это не сложно сравнить госкорпорацию с предпринимателем на нулевом шаге принятия решения, типа да, в какой стартап вложиться. Вот здесь все самое сложное, дальше всего эти стулья находятся. Но когда это бизнес существующий, то это как бы очень классная, понятная история. То есть, когда ты приходишь, ты как это, смотришь материалы для совета директоров с позиции одного из участников, а то и руководителя совета директоров, для того, чтобы принимать решения, это вот та самая функция. И я еще хотел откликнуться на такую историю. Ты говоришь, почему менеджеры корпораций говорят, что, блин, уберите меня, и все развалится. Это сложнее, чем ларек. Ну, в каком-то смысле, мы же с вами понимаем, это проще, чем ларек, потому что типа ты своими деньгами не рискуешь, да? В этом же главная критика. И как бы плох тот сотрудник корпорации, который не забирает на себя этот кусок там, ответственности за процесс, не заинтересован в результате и так далее, и так далее. Про это говорить не будем. Но если человек как бы адекватный, активный, заинтересован в результате, то на самом деле вот эта сделка с большими нулями сложнее, чем сделка ларька. Потому что там стейкхолдеров больше. И там языков, на которых ты должен уметь говорить больше. То есть помимо операционного языка, там добавляется ну, какого-то такого простого бизнесового, да, добавляется корпоративный язык, добавляется бюрократический язык, добавляется политический язык. И это все разные, то есть за одними и теми же словами разные смыслы стоят. То есть хорош тот специалист корпорации, который умеет с этих языков переводить. И когда там условно ты выступаешь условно заказчиком со стороны корпорации или условно аудитором со стороны корпорации по отношению к частному бизнесу, ты должен, мне кажется, что эффективный сотрудник корпорации – это как раз переводчик с языка на язык. Когда ты можешь с корпоративного или бюрократического перевести на тот, на котором разговаривает владелец ларька, и чего-то, ну, как бы донести смыслы и что-то вместе сконструировать. Вот поэтому хорошие специалисты корпораций действительно убеждены в том, что это просто разные вещи. Я в любой момент, типа, пойду разговаривать на том языке, но на том больше нигде не научусь. Ну, окей, то есть в концепцию, которую ты осветил, а, шагание по лестнице вверх, это приобретение дополнительных навыков коммуникации и управленческих навыков. Да, да, в том числе. Хорошо. Ну, то есть, если абстрагироваться, то есть, возвращаясь к вопросу, который я задавал, то есть, ты когда-то имел опыт самостоятельного бизнеса, я имею в виду про тебя сейчас говорю, Мгм. получил эти ощущения, эти знания, и они, как езда на велосипеде, никуда не утрачиваются. Научившись однажды, ты всегда к этому можешь прийти. То есть по лесенке спуститься туда в ларек и помочь настроить ларек, обладая уже определенными знаниями. Но при этом у тебя там 10 лет назад был опыт, когда ты на стороне «Газпрома» или там, да, если я правильно, на стороне «Газпрома» участвовал в анализе бизнесов, для которых «Газпром» был не операционной функцией, а в роли собственника. То есть ты находился на той же позиции, ты от имени собственника ну, не принимал решения, а готовил, естественно, решение в составе команды, принимающей решения. То есть есть всегда динамичный рост. То есть то, что ты сейчас, я, кстати, не знаю, чем ты занимаешься сейчас, стратегией занимаешься, что-то такое же, да, правильно? Это такая аналитическая работа, то есть ты что, газом не торгуешь, если я правильно понимаю. Да-да, у меня свой ларек с газом. Нет, я занимаюсь, да, аналитикой, стратегией. Но я предлагаю сильно подробно на эту А тему я сейчас не нет, нет, разговаривать. я же про функционал имеется в виду, мы же не предлагаем, чтобы ты газ продал. Я м, про заявленную тобою дополнительную определенную ценность, которую ты несешь в виде диагностики бизнеса. То есть, ну, как я понимаю, она, в общем-то, соответствует тому, чем ты занимаешься.
То есть мы же понимаем, что та же самая езда на велосипеде когда-то научился и все, но если ты постоянно в этом находишься, ты прибавляешь свои ценности. То есть нельзя выиграть чемпионат, покатавшись на детском велосипеде 20 лет назад. То есть ты находишься, Да, держишь руку на пульсе, безусловно. понимаешь, какие модели использовать, какие не использовать, в том числе та же самая цифровизация. Я, в принципе, в той же степени говорил про людей, которые не хотят уходить, имея в виду, что они закрывают с собой процессы, которые можно было бы просто цифровизировать давно уже. Но поскольку там находятся люди, они активно сопротивляются этому, потому что они сейчас находятся на определенном уровне и имеют какое-то решение, а когда за них эти решения будут принимать алгоритмы, им это совсем не нравится. Вот. Ну, возвращаясь к вопросу, то есть даже находясь в позиции наемного сотрудника, занимаясь определенной деятельностью, ты обладаешь целым полем знаний о бизнесе как таковом. И в данном случае для тебя значения нет, это бизнес корпорации, в которой ты работаешь, либо это вопрос от собственника ларька, который почему-то решил что-то у себя изменить. Цифровизировать ларек. Ну, в общем, да. И добавлю только, что это зависит от взгляда. Ну, то есть процессы и то, как процессы устроены, можно видеть в любой ситуации. Да? Мы когда в поликлинику приходим, можно сидеть в очереди и раздражаться, значит, на то, с кем ты рядом сидишь на лавочке, а можно думать о том, как, значит, не думать, да, а анализировать то, как, в общем-то, да, с позиции пользователя, неважно, из любой позиции можно видеть процессы, продолжать их анализировать. Да. Что касается корпорации, тут еще одна вещь. В любой крупной корпорации вопрос масштаба. Ты каждую бизнес-функцию можешь увидеть в деталях. Да. Собственник ларька все функции тянет на себе, и эти все функции, да, их много, они поменьше, но их много, они все сконцентрированы на одном человеке. А корпорация эти бизнес-функции раскладывает там, регламентами, процессами, там, просто количеством участников на составляющие. И красивый фрактальный бесконечный процесс. Да? Любая бизнес-функция может так масштабироваться. Видишь в деталях. Ты видишь в деталях по каждому направлению, что происходит, как организовано, как можно было бы оптимизировать. Кстати, IT и цифровизация – это тоже еще один взгляд на те же самые бизнес-процессы. Да? Я, кстати, сильно больше 10 лет назад с этого именно в «Газпроме» и начинал. И это супер опыт. Потому что ты смотришь на разные бизнес-процессы, ты их раскладываешь на кусочки, ты их анализируешь, оптимизируешь, собираешь для того, чтобы автоматизировать. Это сильно повысило компетенцию, понимание в сфере структуры бизнес-процессов и их оптимизации. Отлично. То есть если кто-то хочет себе оцифровать ларек, милости просим к Василию. Оцифровать ларек, да, к Василию. И дальше подчеркну, что это же не вопрос. Я, грубо говоря, не программист. Я тот, кто поможет сформулировать техническое задание на языке того, кто это будет выполнять. Опять, отчасти функции перевода. То есть ты информацию структурируешь и переводишь в тот язык, на котором сможет разговаривать тот, кто к тебе придет. Так что, То есть будем да, считать, что можно и ты так. не диагност бизнеса, а очень высокооплачиваемый переводчик. Очень высокооплачиваемый переводчик. Да, да, причем, кстати, это забавная тема. Переводчик просто, как это, перечень языков, с которых ты переводишь, он даже не заявлен. То есть это тоже отдельное тайное знание, какие языки вообще бывают. На эту тему можем отдельно как-нибудь поговорить. Это Ну, прикольно. собственно говоря, мы все на русском языке говорим по-разному и зачастую друг друга не понимаем, хотя говорим, как оказалось бы, на одном языке. Да, да. Ну, я к тому, что есть разные профессиональные языки. Да? Финансисты на своих, юристы на своих, как бы, да, там, инженеры в разных отраслях, каждый на своих. И это сегментация языков. То есть чем больше опыта там, с людьми ты набираешь, ты, во-первых, межпрофессиональные вещи. Потому, как я сказал, есть разные вещи, там, корпоративные, бюрократические, там, политические и так далее. Это очень интересная тема, на самом деле, мы такую затронули. Короче, книжку можем писать с тобой про языки. Есть языки любви, а есть языки бизнеса.
Отлично, отлично. Надо пробовать. 10 языков. Да, да, да. Ну, то есть я думаю, что целью, в принципе, должна была быть как раз идея о том, что задумываться об оптимизации нужно на самом старте. То есть если люди почувствовали потребность в самореализации, пусть пока еще на уровне созерцания демонстративного потребления, ну, прям скажем, не лучших качеств человеческой личности, но первое движение и признание к тому, что ты самостоятелен и можешь что-то, мне кажется, им инструментарий нужно давать как раз самый полезный. Как Да, заместить ненужные функции на самом старте. То есть не добиваться эффективности в вещах, которые можно вообще не делать, а заниматься только тем, на что у тебя есть определенные ресурсы, способности и так далее. да, да. И более того, я бы здесь еще добавил даже такой тезис. Но если ты решил, как бы, тут любой предприниматель же творец, так, где-то по-хорошему, у кого-то в ярком виде, где-то в глубине души, но неважно, человек, который делает что-то красиво, да, он свою какую-то идею, значит, притворяет в жизнь. Ну вот помимо того, что ты делаешь красивый продукт с красивым брендом, так сделай это еще красиво с точки зрения, ну, процессов, да, с точки зрения того, как это работает, с точки зрения бизнес-модели. Ну, это тоже часть твоего творчества. Ты свою жизнь тратишь на то, чтобы построить. Ну, помимо того, что это самая лучшая шаверма в городе с самым красивым неймингом, значит, ну, сделай так, чтобы еще и, помимо того, что оно было вкусное, да, чтобы еще и процессы были выстроены классно, чтобы у тебя все just in time прилетало. Ну, круто. Это же красота. Супер. Чтобы каждый владелец шавермы с красивыми процессами мог позволить себе метановую Феррари. М, Да, Рано я или прям, поздно. да-да-да, видимо, переоборудованную, но, ну, в смысле, с А доп. чтобы тот, кто Установленным талоном. переоборудовал, сделал для себя идеальный бизнес по переоборудованию красивый. Все по Красиво. красоте. Окей, ты затронул тему многочисленных видов валют. А, Я вынужден с прискорбием признать, что я снова проиграл тебе. Твоя интуиция тебя вновь не подвела, и ты победил. На твоем счету уже $300, с чем я тебя и поздравляю. А, Больно. Да, делаем прогнозы на следующий четверг. Следующий четверг у нас 23.05. Каков будет курс доллара на 23.05.2024? 90 с половиной. 90,5. Хорошо, приближусь к тебе, скажу 92. На этом и закрепим. Отлично. Ну, тут надо, чтобы наши подписчики присоединялись поактивнее к прогнозированию. Мне Потому что кажется, надо им люди просто затыкаются. предложить что-то. Они же все Да. бизнесмены. Они без денег меняться не будут. Они послушали нас и решили, ребята, ну зачем? Надо эффективно, чтобы была оплачена. Мне кажется, надо просто подумать. Да, над какой-то программой мотивации зрителей и ее ввести в дело, например, со следующей программы. Хорошая идея. И, в принципе, наши зрители могут в этом поучаствовать, мне кажется. Да и, товарищ, я предлагаю, значит, если у вас есть идея, каким образом вам было бы интересно вовлечься в эту историю, пишите в комментариях. Отлично. Ну, собственно говоря, тогда все. Мне было интересно. Не знаю, как тебе, Василий. Мне очень интересно. Мне очень. Про процессы я всегда очень люблю. Ну, отлично. Тогда спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно оставляйте комментарии. Ну и, наверное, еще и надо звонить в колокольчик обязательно. Спасибо, Василий. Колокольчики, комментарии. Да, 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 да. Предновогодняя суета. Всем пока. Отлично. До встречи. Студия ТОП-Видео представляет Веронику Кастро и Рахелио Герру в фильме «Богатые тоже плачут». Автор сценария Инесс Родена. При участии Аугусто Бенедико. В фильме также снимались Алисия Родригес, Россио Банкельс, Мигель Палмер, Колумбия Домингес, в роли Рамоны Йоланда Мерида,
и другие. Режиссер Рафаэль Банкельс. Продюсер Валентин Пинштейн. De soñar.